Приветствую всех на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. В моих хомячих запасах есть вот такие ткани с одним рисунком в монохромной гамме. Этот рисунок горошек различных размеров, крупный горох, средний горошек и мелкий. И из этого можно создать интересное полотно. Я взяла на основу кусок фланели, на него положила тонкий синтепон. Как видите, синтепон тоже у меня состоит из кусочков. Из ткани я нарезала вот такие полоски, и уже на синтепон я буду их выкладывать. Полоски различной ширины. Соседствующие полоски у меня имеют различный размер горошка. Таким образом чередуем. Полоски могут быть не обязательно по длине основы, они могут быть и составными. Девочки, у меня пропало смонтированное видео, и много чего не сохранилось совсем. Не сохранились отдельные клипы, особенно где я делаю стежку на старой машинке. Придется процесс этот повторить, возможно, в одном из следующих видео, потому что этот процесс, он интересен. Если в этом видео будет что-то непонятно, пишите, спрашивайте. Возможно, будут какие-то проскоки не связанные. По размерам внешних деталей я выкроила 2 детали из подкладочной ткани. На одну деталь я пришила карман. Ткань тонкая, и я карман укрепила дублерином. И так как подкладка из черной ткани, чтобы карман внутри сумки не терялся, вход в карман я оформила декоративной контрастной строчкой. И теперь я соединяю детали подкладки и наружные детали. Я соединила детали подкладки. В боковом шве оставила отверстие для выворачивания. Оформила уголки шириной 5 сантиметров, лишнее срезала. Ну и все то же самое на лицевых деталях, 2,5 сантиметра, и ширина донышка получается 5 сантиметров. И лишнее мы отрезаем. А для пошива ручек я вырезала 2 полоски из ткани в горошек шириной 6 сантиметров и длиной 50 сантиметров. И 2 полоски из тонкой фланели шириной 5,5 сантиметров, длина также 50 сантиметров. Таким способом я еще не шила. Попробую первый раз. Нигде я такой метод не видела. Кстати, у меня на канале есть видео, где я показываю, как шить красивые ручки для сумок, и тоже нигде, как говорится, это я не видела. Способ простой, и получаются эффектные ручки. Если вам интересно, я оставлю ссылку в описании под видео. Кстати, вот эти полоски, то есть вот эту ткань для лицевой стороны я буду использовать изнанку, потому что на основной детали органза приглушает цвет, и чтобы не было такого резкого контраста между ручками и телом сумки, я решила использовать изнанку, потому что изнанка здесь хоть немного, но она ближе по контрасту. На изнаночную сторону полоски из ткани в горошек я накладываю полоску из фланели посередине и прямой строчкой по средней линии я ее пристрачиваю, соединяю эти 2 детали. Соединила 2 полоски вот таким образом. И теперь, чтобы вы понимали, это вот ткань шелковая, поэтому я решила ее вот таким образом укрепить. Дальше складываю пополам и делаю строчку. А после того, как я это сострочу, я ее выверну. И вот готовые ручки. Я сделала еще здесь простежку из 2 строчек, но эти строчки здесь их не разглядеть. Дальше берем
верхнюю часть сумки, прикладываем ручки и прикалываем. Я нахожу среднюю линию, и расстояние между ручками 13 сантиметров. Ну а дальше верхнюю часть сумки вставляем в подкладку лицом к лицу, то есть подкладка сейчас изнанкой наружу. Вот таким образом. Дальше совмещаем уголки и соединяем все детали по верхнему краю. Ну вот, я прошила по окружности, и вы теперь видите, что ручки у меня немножко выдвинуты. Это нужно для того, чтобы при последующей отстрочке с лицевой стороны эти ручки еще раз попали в шов, и тем самым это будет надежнее. А также у меня подкладка тоже, видите, она выглядывает. Я ее всегда немножко подтягиваю, чтобы потом уже в готовом изделии подкладка внутри сумки не пузырилась. Ну и теперь я выверну сумку через оставленное отверстие. Вкладываем подкладку, вынимаем булавочки. Так, и дальше выравниваем край по шву. И дальше, после того, как я все сколола, я делаю отстрочку. Ну, примерно миллиметров 5-6 от верхнего края. Ну вот я сделала отстрочку, и на этом работа с сумкой закончена. Так она выглядит снаружи. И такая она внутри. Хоть внутри и темно, но вход в карман заметен. То есть карман там не теряется. Если вам понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые работы. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи.